Чтение мыслей. Индийская притча. Или как Бирбал за 1 час заработал целое состояние. Однажды падишах Акбар вел философскую беседу в кругу своих самых близких придворных. И вдруг он сказал, обращаясь сразу ко всем: есть такая пословица: умные люди говорят не для того, чтобы показать свои мысли, а для того, чтобы скрыть то, о чем они думают на самом деле. Я всегда с интересом слушаю то, о чем говорят люди. Но, наверное, еще интереснее было бы узнать то, о чем они думают. Но, к сожалению, мысли читать никто не умеет. Среди придворных оказался один вельможа, который втайне завидовал тому, что падишах благоволил Бирбалу и всегда доверял ему решение самых сложных вопросов. Этот вельможа старался не упускать случая поставить Бирбала в неловкое положение. Конечно, трудно узнать, что думает человек. Начал свою хитроумную речь вельможа, решив поймать Бирбала в ловушку. Но если бы ты, о великий падишах, как всегда обратился бы к нашему мудрому Бирбалу, он, наверное, смог бы сделать и это, ведь его уму и сообразительности поистине нет предела. «А что, Бирбал?» – спросил Акбар своего визиря. «Смог бы ты прочесть мысли человека?» «Если великий падишах хочет узнать, что думают наши придворные, то это вполне возможно», – спокойно ответил Бирбал. «И ты можешь рассказать нам, что сейчас думают все, кто здесь присутствует?» – удивился Акбар. «Конечно», – утвердительно кивнул головой Бирбал. «Это не составит для меня особого труда». «А если ты ошибешься?» – спросил падишах. «Любой, чьи мысли я не угадаю, может тут же заявить об этом, и я обязуюсь уплатить ему штраф. 100 золотых монет», – ответил Бирбал. «Но те, чьи мысли я угадаю правильно, пусть заплатит мне 100 золотых». «Хорошо». Падишах обратился к придворным. «Никто не против?» «Никто! Согласны, согласны!» – зашумели вельможи. Каждый из них тут же про себя решил опровергнуть все, что бы ни сказал Бирбал, и таким образом получить с самоуверенного визиря 100 золотых монет. Падишах Акбар догадывался о намерениях придворных и даже пытался удержать своего любимца от такого заведомо проигрышного спора. «Ох, Бирбал!» – сказал он. «Даю тебе возможность отказаться. Посмотри, сегодня здесь собралось почти 3 десятка придворных. Мне кажется невозможным угадать, что они думают. А ведь никто не откажется получить ни за что ни про что 100 золотых. Как бы тебе не попасть в просак? Подумай. Твоя самоуверенность может обойтись тебе дорого. Ты рискуешь потерять пару тысяч золотых монет. Это в том случае, если я ошибусь и неправильно угадаю мысли кого-либо из присутствующих», – стоял на своем Бирбал. «Но я надеюсь угадать, что думают твои придворные. А если они подтвердят мои догадки, то
то я не потеряю пару тысяч золотых, а приобрету их. Ну что ж, я тебя предупреждал. Пусть будет по-твоему, сказал Акбар. Ну тогда расскажи, что сейчас думают все собравшиеся здесь придворные. О великий Акбар, сказал Бирбал. Я читаю их мысли, словно они написаны черным по белому. Все присутствующие здесь думают: наш падишах – самый мудрый и могущественный правитель. Он добр и справедлив. Пусть он правит нами еще долгие годы. Пусть будет крепким его здоровье. Пусть всегда ему сопутствует удача. Пусть он будет непобедим. И пусть осуществляются все его планы и замыслы. Бирбал обвел взглядом притихших придворных и обратился к ним. Если я ошибся, и кто-то думает по-другому, пусть сразу поднимется и заявит об этом. А если я угадал, то, как и было условлено, с каждого по 100 золотых. Придворные начали доставать кошельки и отсчитывать монеты. А Бирбал повернулся к падишаху и сказал: «Я могу угадать и твои мысли, о наш повелитель». «И что же я думаю?» – спросил Акбар. «Ты думаешь, молодец мой визирь, ловко выкрутился», – ответил Бирбал. Акбар рассмеялся и велел своему казначею принести Бирбалу еще 100 золотых. В этой притче говорится о том, что опытный и предусмотрительный человек может разгадать замыслы своих недругов и даже обратить их коварные намерения себе на пользу, а врагам во вред. А тот, кто из зависти устраивает ловушку умному человеку, рискует оказаться в ней сам. Если эта притча напомнила вам какое-то известное историческое событие или случай из вашей жизни, то напишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!